Да хватит нажимать, ты что ты делаешь-то, собака? Мне понравилось нажимать. Преимущество усов. Берешь коктейль, а за лед платить не надо. Он уже есть, да? Сверху, чтобы я. Угол, ширину. Что мы плавать не будем, да? Не будем точно? Нет. А нырять? Ну, немножко можно. Сядем сверху и поднимемся. И поднимемся на дроне. Да. Все-таки Павел совершил преступление. Какое? Да, это самое. На автобусе доедем. Это сумасшедший человек, я сегодня его буду снимать крупным планом. Он меня вытащил. Люди уже скучают, пишут в комментариях, где Павел, куда пропал. Нормальная погода. Куда пропал Павел? Что куда? Вот у меня родился внук. О, поздравьте. Поздравьте. Пишите. Ой, поздравления. Да работает еще. Ну понятно, как все наши. Как все наши. Да. Ясно. Сколько уже не был здесь? В общем, Павел здесь давно не был уже. Несколько месяцев, еще дорожку не видел, впечатление, поэтому мы сейчас попробуем посмотреть, что получится. Подготовка выполнена, обувь готова. Можно идти. Шел в лес, лыжни Специальные тяжелые широкие лыжи. Плавать нельзя. Паша сказал, что мы плавать не будем, да? Не будем точно? Нет. А нырять? Ну, немножко можно. Так, друзья, мы с вами наконец-таки с Павлом Мартом. Он меня сегодня пригласил, не я, а он настоял. Настоял, такая погода. И мы находимся в экзопарке, новый парк, который сделали на месте вот Болотины. Лахту идем сейчас и можете засекать время. Я думаю, что минут 5 нам до центральной точки, где самые лучшие виды. Да. Да? Да. Что будем делать сегодня? Будем снимать. Будем тестировать. Да. Мы хотим показать угол 15 миллиметров наглядно. То есть поставим рюкзаки по крайним точкам и. Короче, вы все сами увидите. Не будем. Да, сверху на дроне поднимемся. На дроне. На дроне, да. Сядем сверху и поднимемся. И поднимемся на дроне. Да. Ну что ты думаешь насчет того, что сделали? Вообще, ну, конечно, стройка идет, покажи, вот как идет еще все. Такое ощущение недостроя есть, но в общем и целом размах такой. Я согласен, что здесь так сделали. Заболоченную часть именно убрали. Заболоченную и подчистили, мелочевку убрали, такая сделалась такая парковая. По поводу самой конструкции, то, что из металла в воду, как ты думаешь? Долго простоит? Да, не могу тебе сказать. Посмотри, оцинкованные. Оцинкованная, да. Ну, может, простоит? Может, простоит. А вот то, что я считаю самым главным. Вот у нас время от момента, как мы зашли, и до момента, как мы практически вышли уже на точку. Там 4-5 минут, если идти быстрым шагом. Это самое главное, что вы выходите практически на точку основную. Вот я снимал это дерево здесь. Видите, ракурс такой. И вы выходите уже на место, где птица гнездуется. Вот так. Контровой свет. Зимний пейзаж в контровом свете. Это вообще одно из самых лучших, то, что можно сделать, когда уже снег вышел. Когда снег выпал. Правильно? Да. Павел что-то узнал знакомое. Расскажи, что узнал-то? Дерево узнал обожженное или что? Обожженную я не помню. Ну вот, обожженное дерево. Никогда не обращал на него внимания. Серьезно, что ли? Никогда. Вот, мы с тобой здесь снимали. Ты вот здесь был. Павел имеет в виду первый выпуск, где мы под дождь попали в грозу, в шторм. Я снимал вот с этой кочки. Сейчас покажу вам. С этой кочки. А Павел снимал вот здесь, где тропинка сейчас, вот с этой части. Смотри, снегирь внизу. Внизу снегирь, вон, на льду. Красный. Вот посмотрите, какой вид отсюда, друзья. Место фантастическое. Хоть прямо сейчас бери и снимай. Что мы и сделаем сейчас с вами. Я без лыж. Я без лыж. У меня вот как лыжи. Сейчас покажу. Павел просто сомневается в толщине льда. Ну ты знаешь, вот здесь у берега, он вымерз полностью, да. Снимать сейчас. Вот что я говорил, друзья. Тароса, видите, лед стоит поперек. Поперек.
Толщина, видите, сантиметра 4, но на самом деле там большой лед под ним уже. А мы с вами движемся в то место, где ходили летом, осенью, калину жрали. Как называют? Подснежники, так скажем. Эти трещинки все. Ты уже сам как подснежник. Я- Посмотри на себя. Паша, сирена в городе. Это особенности зимние фотографии Слушай, пейзажные. Давай сделаем так. Да. Вот сейчас мы уже сделаем. Здесь как раз такой чисто покажем угол, Да. да, взлетим. И как раз уже тень к нам придет, наверное, да? Да, придет. Ну давай. Как будем снимать, в какую сторону? В ту мы поставим это самое, ты взлетишь и будет видно все. Вверху, чтоб я. Угол, ширину, как называют, подснежники, так скажем. Эти трещинки все. Ты уже сам как Не знаю. подснежник. Я- Посмотри на себя. Паша, сирена в городе. Это особенности зимние фотографии Слушай, пейзажные. Давай сделаем так. Да. Вот сейчас мы уже сделаем. Здесь как раз такой чисто покажем угол, Да. да, взлетим. И как раз уже тень к нам придет, наверное, да? Да, придет. Ну давай. Вот, кстати, купил себе объектив. Ну давай, покажи хоть. О, Ирикс. ёпарас. А что такой большой-то? А вот так. Хороший объектив должен быть большим. Смотри, окошечко. Специально для полярика. Полярик можно, не Класс. снимая бленду, крутить полярик. Супер. А сколько угол зрения или как там? Фокусное расстояние, как говорят. 15 миллиметров. 15 миллиметров? Да. Это эквивалент 15 или Слушай, подожди. полный кадр? Полный кадр, конечно. То есть full frame? Full frame. В общем, мне дали задание, я должен идти. Куда? Еще? Еще? Теперь второй. Ну, блин, придется второй, друзья. А у меня во втором дрон, вообще-то, между прочим. И камера. Придется все оставить. Что? Не надо, зачем? Я 2 рюкзака. У нас битва форматов. Так. Надеюсь, что успею снять, друзья. Потому что в тот раз, вы помните, мы ловили тень, и у меня кончилась батарея. Я очень надеюсь, что в этот раз это не приключится.
Павел у нас снимает из очень интересных мест. Я здесь тоже нашел интересные места. Тень мы уже прошла, поэтому сегодня я снимаю для вас, друзья, выпуск кристаллов, зимних кристаллов. Бежит хорошо. Обратно. Похоже не на собаку, а на какое-то другое существо. Как сказать, Бежит в тень. как сказал один мужчина, ты не собачка, ты птичка. Птичка. Маленький комочек радости. Да. Сегодня хорошая погода для них. Ага. И красиво очень. Да. Вообще. Кораллы прямо выросли. Павел, Ну, и декоративные сделали вот для любви, для это, конечно, это не хищник. хищник перед нами находится. Вот он, хищник главный. Ничего не видно против света. Ну, видоискатель оптический, правильно? Без него никак. Кустекинг, что ли? Нет, это просто сложно поймать экспозицию. Очень. А, Против солнца. брекетинг. Да, я буду делать, конечно, выбирать. Ну, вот здесь вообще фантастические кристаллы. Посмотри, какая красота. Мне нужен штатив для фавиона. Передо мной. Сейчас я подойду, друзья. Надеюсь, что я не провалюсь. О, как трещит хорошо. Что такое? Ё-моё. Сейчас точно что-нибудь отвалится. О! Не, пожалуй, я уйду отсюда. Я вас слушаю внимательно. Вот смотри, к слову о широкоугольном объективе. Вот эта штука. Подожди-ка. Я могу сказать, что вот эта вот снежинка в кадре. Вот понимаешь? Ничего себе, какой угол. То есть штатив даже мешает? Мешает. Вот эти. Тебе нужен Если выносной я не- штатив со штангой, как у Если меня. я неправильно еще установлю ножкой Ножку. вперед, Да, будет, ну, понимаешь, вот Да. такие тонкости. да. Но мы сегодня как раз рассматриваем съемку с широким углом. Какие особенности? Первую особенность обнаружили. Разворот правильного И штатива. я могу Установка сказать, что мне, вот я сейчас кадр выстраиваю, вот эта штука, она далеко от меня. Вот представляешь? Вот композиционно она далеко. У меня здесь получается, вот насколько она вот передний план, она увеличивает. Вот если посмотрите, ну просто не видно, ловью. Почему не видно? Ну вот Мы посмотри. сейчас вдвоем вот видишь, провалимся здесь. она у меня вот эта штука посередине. Сейчас я уберу эту штуку. Вот. Ну, понятно. То есть я еще сдвину вперед. Посмотрите, какая красота. Ну, сейчас сравню с фавионом, друзья. Я тоже этим сниму. Если мне одолжат. Одолжат мне штатив-то не намного. Ты так слишком-то не подвигай, иначе у меня в кадре следы будут потом. Хорошо. Фокусироваться все равно точно надо, правильно? Да. Точность, вежливость королей. Все-таки Павел совершил преступление. Какое? Как какое? Вот, А, сломал лед. не лед сломал, а арт сломал. Сломал арт. Ну, кстати, классно пробил. А нечего, потому что здесь это... Ну вот, значит, получили определенный опыт. Никогда не думал, что тень так быстро движется. Реально, я за ней бегал сегодня. Вот в прямом смысле слова бегал. С локации на локацию, чтобы не упустить, пока поставишь, пока настроишься. Раз, оп, ты уже, блин, То потерял. есть некая гонка То есть за тенью И сегодня? за светом, и за тенью. Я вообще просто... А в горах, представляешь, ты Да, точку съемки. да. Вот это вот надо ждать. Надо не В раз чем, прийти. друзья, преимущество дрона? Да. Бегать не надо, можно летать. И сегодня люди, которые нам попадались, и с собакой интересной, и лыжники, они тоже оценили качество управляемости. Да, и бег. И бег на месте. Вот коньком, видишь, коньковый ход. Коньковый ход по льду. Ну, конечно, опасно на лед выходить, если лед тонкий, сегодня толстый лед. Ну, я рассказывал то, что около берега он совсем тонкий, поэтому он, конечно, может обвалиться. Да, я тоже. А почему, кстати, темно так стало? Ну, смотри-ка, там А, в тучу заходит солнце, смотри, мы еще застанем тучу. Я предлагаю- ну это фрагмент. Я Так, предлагаю- а куда туча идет? Она оттуда идет? Оттуда. Она сейчас закроет солнце, будет интересно поснимать можно будет. Ну. Свет будет интересный. Сейчас будет золотой час. Памсерный свет. Посмотрим, Ты видел себя? где. Ну что? Дед Мороз. Его преимущество усов. Берешь коктейль, а за лед платить не надо. Он уже есть, да? Подходящее. Да. Ну вот.
Павел хочет мне дать посмотреть, как рисует широкий угол, чтобы я понял, насколько большой угол действительно создается. А что, включать можно? Не надо, зачем? Так, смотри. О, все видно, ё-моё. Включил. О, это отсрочка, что ли? Да, да, у меня там... Ё-моё, тут Да, серии да, ну стоят. серии, так не Ну, нажимай. вообще капец какой-то. Я не нажал. Это самое, ну вот туда посмотри, сюда. О, нифига себе. Это Да тут еще... вообще ничего не видно, тут палка вообще там сантиметр. Нифига, не скажи. Да хватит нажимать, ты что ты делаешь-то, собака? Мне понравилось нажимать. На, держи. Не, я вот сам по себе рисунок. Блин, он офигенный просто. Я тоже так думаю. Смотреть в дырку хорошо. Он как небо, вот так. Чух-чух-чух. Небо чух-чух-чух. Он вообще вот. Аттракцион невиданной смелости. Павел, так, ты сколько весишь? Я около 90. Блин, а я 104, 107. Это одно и то же. Спрятался так, что тебя не видно вообще. У меня все село. Айфон практически сел. Расскажи, что мы нашли? Мы нашли интересную локацию для широкого угла, А вот посмотри. где геометрия не имеет